Слава Украине! Привет всем от Полонского. Ну, Путин тут выступал и в преддверии победобесия 9 мая заявил, что у них в экономике дела идут хорошо и вообще все замечательно, да. Как тот говорил, дела шли все хуже и хуже, но в общем хорошо, да. Так и здесь, значит, он говорит, что у них все в экономике замечательно, и все это благодаря тем самым западным санкциям, которые оказались, чуть сказал, выявилось. Ну да, выявилось благом для российской экономики, да, благом для российской экономики они оказались, и вот так вот Путин заявил. Ребята, на самом деле там полный трепендец. Да, значит, что является показателем вообще деловой активности в стране и что является таким маркером состояния экономики, особенно что касается российской. Ребята, это железные дороги российские, да, то есть по ним перевозится большая часть грузов, и когда дела в экономике идут хорошо, то, соответственно, и перевозки растут, да, растет задействованность вагонов и так далее. Когда дела в экономике, ну, полный швах наступает, то, соответственно, вот это все падает. И тут у России, ну, как бы это сказать помягче, катастрофа. Значит, апрель 25 года против апреля 24 года падение 9%. То есть на 9% упали перевозки. Сейчас вы скажете, ну это же не суть важно. Ребята, как вам сказать, там во многом, кстати, вытягиваются вот эти перевозки за счет военных перевозок. Ну, их не такое огромное количество, но в общем и целом, они что-то поддерживают, какие-то штаны. Но падение на 9% это очень много. Вот. А если брать отрасли, которые, скажем так, краеугольные для железной дороги, там просто катастрофа. Такие там 9%. Там все намного хуже. Итак, строительные грузы минус 21,3%. То есть стройка замирает. Представляете себе, хлоп и резко, бах, и просто упала. Да. И это падение за январь-апрель текущего уже года. Минус 21,3%. Это буквально за пару месяцев упали перевозки строительных грузов. Дальше. Металлургический сектор. Минус 23, более чем 23% падения. Металлолом. 25, более 25, почти 26%. То есть металлургия просто легла вообще. То есть они, ну представьте себе, на 25% легло все. Это только за пару месяцев. Вот к чему приводит это все дело. Каменный уголь тоже минус 6,4%. Ну и перевозка цемента минус 15%. О чем это говорит? Что строительные отрасли хана. Ей просто нужно меньше материала. Металлургии тоже хана. А это у них как бы основа этого всего дела. То есть все это ложится, и несмотря на то, что Путин там рассказывает, как все у них зашибись, и как все у них замечательно, значит, падает на суммы более 20%. И это буквально вот сейчас. Шлеп и легло. О чем это говорит? Что если в общем промышленность замедляется, ну, ее перестало вытягивать даже военное производство. Если раньше, будем говорить, все это выглядело, как вам сказать, все выглядело вроде бы ничего, за счет того, что они вливали гигантские деньги в военку, и вот эта военка за собой тянула абсолютно все. Но я еще где-то месяца, наверное, 3 или 4 назад тоже записывал на эту тему ролик. И я говорю так, смотрите, ребята, есть определенный момент, до которого военка будет тянуть. То есть она будет расти, а потом упирается в потолок, потому что больше она потребить уже не может. Государство денег больше... Оно, может, и дало бы, потому что напечатать можно, они же эти фубли могут напечатать сколько угодно, но нет больше мощностей и нет физической возможности больше что-то произвести, соответственно, оно упирается в стенку, а потом начинается откат назад. А поскольку все остальное, кроме вот этой военки, прилегло, военка больше не тянет, соответственно, все это дело, как говорится, начинает заваливаться. И вот это то, чему мы сейчас свидетели. То есть военка прилегла, все остальное строительное, металлургия, вот эти вот такие базисные, мощные отрасли вообще заваливаются. Дальше я себе представляю, что там будут за цифры в мае и так далее. Простой вагонов
РЖД растут, там уже просто тысячи вагонов не задействованных. Вот. Ну, а Путин рассказывает, что у них, как говорится, все хорошо, прекрасная маркиза. Вы знаете, подождем еще немножечко, и мы увидим очень интересные моменты. Кстати, вот именно это говорит о том, что Путин, вот посмотрите, ну, он для дураков говорит, что там у нас все хорошо. Но посмотрите, он сейчас пытается встретиться с Трампом то ли в Эмиратах, то ли в Саудовской Аравии. Там будет, возможно, им организуют встречу. Ему нужна кровь с носу выдавить для себя с Трампом максимально хорошие условия, потому что он больше не, ну, Буцефал двоих не вывезет, да, и войну, и экономику, и то, и то. Ему нужно сейчас, прямо сейчас заключить мир, но с Трампом, не с каким-то там, знаете, переговорщиком, с кем-нибудь, Витков и так далее. Ему нужно показать себя великим деятелем, встретиться с Трампом, заключить мир, это будет выгодно Трампу тоже, договориться о том, что все, войну прекращаем. Иначе будет просто катастрофа в экономике. Катастрофа в экономике, значит катастрофа в политике, значит его свергнут. Знаете, дворцовых переворотов на России было очень много. Вот. И вполне возможно, что он, собственно говоря, пытается сейчас таким вот образом спасти свою жизнь. Да, еще один вот крайне важный момент, о котором я только что не сказал. Смотрите, друзья мои, раньше такого не было, а сейчас есть. Так вот, смотрите, что происходит. Дело в том, что сейчас резко заговорили о преемнике Путина. Упс, когда такое было? Вы что? Офигеть можно, преемник Путина. Это же вообще запрещенная тема для разговоров. Вечно незыблемый, вечно обнуленный Путин, да? Даже Трамп ему завидует, и Ким Чен Ын ему завидует, что он такой обнуляет, он к себе провел, и, значит, это самое... Это связано опять-таки с тем же, что, видите, он чувствует себя неуверенно. Я далек от мысли, что Путин хочет назначить вместо себя преемника. Он хочет вот тем, что сейчас пошли разговоры такие, и даже таблицы рисуют. Да, вот этому столько процентов, вот этому столько процентов, вот этому столько процентов. Фамилии всякие там называются, и Мишустин, и Шмишустин, и Демин, и так далее. Не суть важно эти фамилии, Патрушев. Для чего он это делает? Ну, тут все очевидно, ребята. Есть... Первое, посмотреть на то, как общество это схавает. Это раз. А второе, посмотреть на слишком ретивых товарищей, которые скажут: да, я готов, если Владимир Владимирович мне отдаст должность, он назначит меня преемником, я буду тут, значит, жилы рвать. Он хочет посмотреть на вот этих вот товарищей, которые, значит, слишком будут ретиво сами себя рекламировать, с тем, чтобы их, как говорится, убрать к чертовой матери куда-нибудь. Да. Ну, вы знаете, в России там убирают вот так вот моментально, да, где-то человек с окна там вышел, или еще что-нибудь, пошел покупаться и не выплыл. Таких вариантов миллион. Вот. Но еще раз говорю, то, что вот он пошел делать, как говорится, смотр потенциальных соперников, и само о себе говорит о многом. То есть Чудик не уверен в том, что он останется. Поэтому ему нужен Трамп, поэтому ему нужно сейчас максимально быстро завершить войну. Если он сейчас ее заведет в такие дебри, что, как говорится, откуда нет возврата, то его просто сметут. Его сметут. Вот. И ему сейчас нужно, как говорится, это все дело закруглить.